Так, мы, короче, тут решили глэмпинг открыть. Прямо рядом с домом. Вон там наш дом светится. Тут вот такую беседку построили. Огромную. Тут у нас зимняя палатка. Все как положено. Все вот. Внутри, значит, куча вот всяких досок. Можно построить настилы, на них спать. Тут даже печка имеется. Тепло. Хорошо. Чайничек. И у нас даже есть свое озеро. Сейчас выходим из палатки. И вот тут вот у нас есть прорубь. Можно купаться после бани. Так, продолжение глэмпинга. Тут у нас вот еще есть, имеется такой люкс-вариант с отоплением, все дела. К нему вот тачка на кирпичиках прилагается. Тут вот веранда с барбекюшницей, с мангалом. Все как положено. Все. Будем сдавать. Конечно же, это все шуточки и пугагашеньки. Ваши любимые дилетанты еще не совсем сошли с ума. Сегодня я хотела бы поговорить о наших планах, поскольку в комментариях к предыдущему видео я заметила кое-какое непонимание и советы по поводу того, чем мы вообще не собираемся заниматься. Видимо, из предыдущих видео было не совсем понятно, что мы планируем. Короче, сегодня во всем и разберемся. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Ирина, и на этом канале я рассказываю про нашу лесную жизнь в Канаде, провинция Новая Шотландия. В марте 2022 года мы приобрели недостроенный коттедж с прилагающимися к нему 93 акрами леса. 2 года мы доводили дом до ума, и сейчас продолжаем стройку на нашем участке и работаем над тем, чтобы в итоге открыть собственный бизнес. И раз уж я про это упомянула, давайте с него и начнем. Какой же бизнес мы хотим открывать? На самом деле планы у нас наполеоновские, и мы хотим развиваться в нескольких направлениях. Немного предыстории. До приезда в Канаду мы предпочитали проводить свой отпуск и выходные в лесах. Ходили в походы, организовывали сплавы. Неудивительно, что теперь мы даже поселились в лесу. Когда мы ездили на сплавы куда-то далеко от дома, например, на Урал или в Карелию, мы снимали домики на базах отдыха, чтобы переночевать до и отдохнуть и попариться в баньке после сплава. Вообще, те кемпинги, где мы были, вдохновили нас на то, чтобы попробовать создать что-то подобное здесь. Во-первых, хочется притягивать людей со схожими интересами. Во-вторых, хотим создать что-то уникальное с уклоном в нашу культуру отдыха и отличное от того, что уже имеется. Не вот это вот все глэмпинговое, а так, чтобы душа развернулась, если вы понимаете, о чем я. Я бросила с неба заветной синицей, теперь я на воле, я белая птица. И чтобы воплотить в жизнь этот большой проект и для диверсификации, параллельно мы хотим развивать свое производство различных изделий из дерева. Опыт в производстве у нас тоже имеется. Это будут либо молдинги, либо какая-то уникальная мебель и аксессуары для дома, либо и то, и другое. Будет видно, где больше маржинальность. Но уже сейчас есть понимание того, куда все это можно сбывать. Нужно только зайти в эту нишу. Кстати, подоконники и откосы вот из этих видео делались на скорую руку и буквально на коленке. Когда мы ремонтировали дом, Серега изготавливал их в подвале с минимальным набором инструмента.
И для понимания, мы не собираемся конкурировать с Икеей в плане мебели или с Home Depot в плане пиломатериала. Мы вообще не собираемся заниматься заготовкой пиломатериала на продажу. Все доски, слэбы, которые мы распускаем на пилораме, пойдут на наши нужды, либо на строительство помещений, либо на изготовление изделий. Кто-то скажет, что все это вилами по воде, и мы уже просто так вложились в пилораму и потеряли деньги. Эти люди, конечно, имеют право на такое мнение, но, скорее всего, они просто никогда не строили производство с нуля. Любое производство выходит на окупаемость только через несколько лет. Как ни крути, для бизнесов, которые мы планируем, нужен капитал, чтобы построить хозпомещение и купить оборудование. Нужно время, чтобы настроить все процессы. Если у вас нет миллионов долларов на счету, то это игра в долгую. Да, это в какой-то степени риск, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Даже крупные производители, когда выпускают что-то новое, они все равно рискуют, поскольку ни один предварительный анализ не подскажет, как поведет себя рынок. Зато, если производство заработает, то в нормальной стране и при должном управлении оно всегда будет приносить доход. В идеале мы хотим построить такой бизнес, который в итоге будет требовать минимальное количество нашего времени и будет приносить практически пассивный доход, а этот доход потом будет вкладываться в дальнейшее развитие. Да, наверное, можно было найти более легкий способ заработка. Например, получить какую-нибудь корочку и оказывать услуги как индивидуальные предприниматели. Но, во-первых, мы хотим заниматься тем, что нам нравится и к чему есть способности. А во-вторых, все, что мы построим, это наши активы, которые в итоге увеличат стоимость нашего участка. К тому же, если в дальнейшем инвестировать в эти активы, есть много путей автоматизации и масштабирования такого бизнеса. А если ты оказываешь услугу как индивидуальный предприниматель, на мой взгляд, достаточно сложно себя масштабировать и выходить на пассивный доход. Разве что нанимать команду, которая будет на тебя работать, а ты будешь получать какой-то процент. Но в этом случае ты тоже должен иметь какую-то ценность для этой команды, какие-то активы, например, инструменты или узнаваемый личный бренд. Что думаете по этому поводу? Какой бизнес лучше и что бы предпочли вы? Хотелось еще сказать по поводу техники безопасности и оборудования. Я надеюсь, вы не думаете, что мы собираемся на своем горбу тягать бревна из леса и грузить их вручную на пилораму. Конечно же, для всего этого нужна спецтехника, которая будет приобретаться или уже частично приобретена. И еще, этот канал – своеобразный видеодневник. И если есть какие-то моменты, когда мы дурачимся или экспериментируем, я обязательно буду вставлять их в видео, просто для того, чтобы поржать. Другой вопрос, который интересует людей – откуда деньги? Все просто – деньги из банка. Как я уже рассказывала в видео про строительную ипотеку, ссылка появится где-то тут и оставлю в описании, ипотеку на дом и землю мы брали с 5% первоначальным взносом. Все те небольшие средства, которые нам удалось выручить от продажи дома в России, практически и ушли на этот взнос и расходы на оформление. Кроме того, мы оформляли кредитную линию в банке, чтобы иметь возможность закрывать этапы нашей стройки. Со временем доход в виде зарплат увеличивался, и банк увеличивал нам лимит по кредитной линии. Позже я обязательно сделаю видео о том, сколько нам стоил дом с таким участком и сколько мы потратили на его реновацию. В отличие от стран исхода, в Канаде достаточно благоприятные условия для кредитования, поэтому малому бизнесу здесь намного проще развиваться. Все свободные средства, все, что остается от нашей зарплаты, сейчас вкладывается в эти проекты. Да, мы пока не ездим в отпуск, не откладываем на пенсию, пока все инвестируется в стройку. Так что все делается своими силами и с минимальным первоначальным капиталом. Если бы были деньги, давно бы уже все построили и запустились. Поэтому пока все так медленно. Ну и еще, как вы поняли, мы работаем пятидневку на основных работах. Я вообще сейчас нахожусь в декрете, так что времени на развитие не так много. Работаем над нашими проектами по выходным и вечерами. Но мы продолжаем упорно идти к нашей цели, хоть и ползком, но двигаемся вперед. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого бизнес-плана. Мы всегда приветствуем конструктивную критику. Давайте обсудим, что может пойти не так, делитесь своим опытом, будет очень интересно почитать. Ну и вот парочка роликов с первыми шагами к нашей заветной цели.